Война. День 302. Ситуация на фронтах. Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала войны покинул страну, совершив визит в США, где он встретился с президентом Байденом и выступил в Конгрессе. Также там было объявлено о одном из самых больших единоразовых пакетов военной помощи, который включает зенитно-ракетные комплексы Patriot, снаряды GMLRS для систем HIMARS и М270, 37 БТР Cougar, 120 Humvee и большое количество боеприпасов для советских орудий, среди которых 45 152 мм снарядов, 20 122 мм снарядов, 50 тысяч ракет для систем БМ-21 «Град» и 100 тысяч снарядов для танков. Воздух. Количество вылетов российской авиации сократилось до 100-120 в сутки. Число вылетов украинских самолетов возросло до 20, и еще примерно столько же у ударных вертолетов. Российские, как и украинские летчики, атакуют в основном неуправляемыми ракетами, используя кабрирование, дабы не входить в зону действия ПВО. Они быстро выпускают ракеты, задрав нос вверх, и поворачивают назад, выстрелив в тепловые ловушки. Точность таких ударов оставляет желать лучшего и носит скорее демонстративный характер, а также моральную поддержку войск на земле. Но все могут изменить высокоточные бомбы «Штамм», которые включены в последний пакет помощи от США. Это свободно падающие тупые бомбы, которые оснащены крыльями и оборудованием GPS, что превращает эти бомбы в умные. Они могут пролетать до 40 км к цели, что позволяет наносить удары авиации вне зоне действия прифронтового ПВО противника, как и в случае с кабрированием и пуском Нурсов. Но в отличие от неуправляемых ракет, умные бомбы гораздо точнее, и что еще более важно, имеют куда более мощный заряд. Восток. Россияне обстреливают приграничные районы Харьковской области. На линии Сватово-Кременная идут бои. Севернее в районе Новосельского атакуют российские войска, а южнее в районе Кременной украинским войскам удалось продвинуться еще ближе к Кременной, но бои за сам город пока не идут. На правом берегу Северского Донца основные бои ведутся за Бахмут и Солидар. Тут россияне вместо одного мощного сконцентрированного удара используют тактику непрерывных атак малыми группами, каждую из которых отбить украинским защитникам несложно. Но ввиду их непрерывности накапливается усталость, оружие перегревается и клинит. Если вовремя не среагировать в такой момент, послав свежие силы на позиции, то их приходится оставлять, ввиду банальной невозможности вести бой из-за непрерывной массы российских войск. Украинская 46-я аэромобильная бригада провела контратаку и вернула украинские позиции на восточной окраине Бахмута. Также поступают сообщения, что удалось оттеснить россиян в Опытном, но кадры, подтверждающие это, не поступали. Дальше бои в районе Авдеевки и в Марьинке, но изменений линии фронта не произошло. На Мелитопольском направлении обстрелы вдоль линии фронта. Также россияне обстреливают правый берег Днепра, но попыток атаковать не было. Спасибо за просмотр, буду благодарен поддержке видео лайками, комментариями, адекватными желательно. И не забывайте подписываться.